Планета Земля — это удивительная и многообразная мозаика из океанов и континентов, полная неизведанных территорий и скрытых от глаз человеческих сокровищ. Каждый поворот, каждый метр этой Земли скрывает в себе бесчисленные тайны, которые ждут, чтобы их раскрыли смелые исследователи и любители приключений. Чем дальше мы изучаем нашу планету, тем больше загадок открываем. И порой это открытие создает ощущение, что наш мир куда более велик и сложен, чем нам кажется на первый взгляд. Одна из самых захватывающих возможностей, которую предоставляет нам природа, это возможность исследовать самые таинственные и забытые уголки Земли, которые часто остаются в тени привычных туристических маршрутов, где не властны толпы и шум современных обществ. В сегодняшнем повествовании мы познакомимся с несколькими из таких загадочных мест, о которых наслышаны лишь единицы. Они прячутся глубоко в сердце природы и истории, охраняя свои секреты от людских слухов и информации, но при этом их магнетическая сила притягивает к себе тех, кто жаждет приключений и открытия новых горизонтов. Тибет и округ Матуа. Священные земли буддистов. Начнем наше путешествие с величественных вершин Тибета, увенчанного снега и облаков, особенно загадочного округа Матуа, который является его неотъемлемой частью. Этот край окутан тайнами и легендами, а его мистическая атмосфера создает уникальные условия для интроспекции и поиска глубоких смыслов. В этом месте, где гармонично переплетаются древние духовные традиции и бескрайние горные пейзажи, каждый шаг открывает новый тайный мир, в котором живут буддийские монахи и их учения. Матуа считается священным местом для буддистов, местом, где природа и духовность соединяются в едином целостном мире, создавая непередаваемую атмосферу святости и умиротворения. Однако, несмотря на все свои прелести и привлекательность, этот край не так-то просто достичь. Даже самые смелые попытки построить дорогу к этому тихому уголку были безуспешны. Природа, проявляя свою мощь, не раз срывала грандиозные планы человека, используя лавины и землетрясения как инструменты, чтобы напомнить о своем величии и ресурсах. Путешествие в Матуа. Загадочный оазис. Чтобы добраться до Матуа, необходимо преодолеть непростые препятствия, заснеженные горы и подвесные мости, которые, как нити судьбы, соединяют удаленные уголки земли, подходят к этому месту с подбадривающей красотой. Этот трудный и порой опасный путь открывает вид на альпийские луга, густые леса и кристально чистые озера, которые придают этому месту особую ауру таинственности. Матуа — это не просто зеленый оазис среди суровых гор. Это место, окутанное волшебством, которое дает ощущение абсолютного покоя, где каждый элемент природы работает в гармонии с другими. Здесь вы можете встретить редкие виды растений и животных, которые адаптировались к этим высокогорным условиям и создали уникальные экосистемы, каким-то образом находящиеся в равновесии даже в условиях сурового климата. Это место больше, чем просто география. Это скрытое сообщество жизней, сеющее семена духовности и значения. Острова. Питкэрн. Последняя пристань мятежников. Следующей остановкой станет Питкэрн, одна из самых загадочных и удаленных территорий на котировках земного шара. Остров является частью Великобритании и был заселен мятежниками, сбежавшими с борта знаменитого корабля «Баунти», что делает его историческую ценность еще более значимой.
Интересно, что всего здесь проживает 47 человек, что делает Питкэрн самой малонаселенной территорией мира. Этот крошечный архипелаг словно застрял во времени. Он сохраняет в себе дух приключений и борьбы за свободу, привлекая внимание исследователей и туристов, которые стремятся узнать больше о его удивительном прошлом. В этом удаленном уголке планеты вы можете ощутить глубокую связь с историей, ведь жизнь здесь течет, как будто и не было современных технологий или быстрых изменений. Пребывание на Питкэрне — это как путешествие в другую эпоху, где невидимые нити времени связывают нас с корнями нашей цивилизации. Долина Джавари, защищая древнюю природу. Отправляясь дальше в густые джунгли Амазонии, мы попадаем в загадочную долину Джавари. Этот пленительный и в то же время труднодоступный край остается скрытым от многих, сохраняя свои тайны на протяжении многих веков. Племена Джавари, живущие здесь, бережно охраняют свои леса от браконьеров, несмотря на постоянные угрозы вторжения. Их жизнь плотно связана с природой, поскольку лес является не только их домом, но и источником жизненной силы. Они защищают ее не только ради себя, но и ради будущих поколений, осознавая, что разрушение их мира может привести к необратимым последствиям. Следует отметить, что долина Джавари не просто привлекает исследователей своей недоступностью, но и является символом устойчивости и борьбы за сохранение культурного наследия и государственного суверенитета перед лицом глобальных вызовов. Эти местности являются не только экосистемами, но и настоящими артефактами человеческой культуры. Тристан да Кунья. Отдаленный уголок мира. Двигаясь дальше, мы вступаем на остров Тристан да Кунья, который является одним из самых удаленных островов на планете и действительно является поразительным примером изоляционной жизни. Этот остров был заселен еще в XVIII веке, и на данный момент на нем всего 269 жителей. Удивительно, что этот остров вулканического происхождения сосредоточен на расстоянии 2700 километров от южноафриканского побережья, и это делает его настоящим оазисом уединения и спокойствия. Для его жителей повседневная жизнь включает в себя простые, но глубокие радости, которые позволяют им быть в полной гармонии с окружающим миром. Они выживают, полагаясь на свои навыки, традиции и природу, но сталкиваются с уникальными вызовами, связанными с изоляцией от внешнего мира. В этом месте появляется возможность ощутить настоящий дух человечности, поскольку жители работают вместе, чтобы создать комфортную среду для всех, несмотря на физическую и культурную изоляцию. Остров Кеймада-Гранди. Дом опасных змей. Но не всякий остров привлекает своими природными дарами. Кеймада-Гранди в Атлантическом океане считается одним из самых опасных мест на Земле, создавая одновременно интригующую и жуткую атмосферу. Этот остров населен ядовитыми батрапсами, действительно опасными змеями, и власти Бразилии строго запрещают высаживаться на его берегах. Змеи здесь не просто хищники. Они находятся на вершине пищевой цепи. Их укусы могут оказаться смертельно опасными, что добавляет элемент таинственности и угрозы к этому месту. Местные жители считают этот остров проклятым и избегают его, однако для ученых он представляет собой настоящую живую лабораторию, где можно изучать уникальную экосистему и взаимодействие между видами. Рассматривая Кеймада-Гранди, важно помнить не только об опасностях,
но и о красоте, которую природа выявляет в своем собственном совершенстве, показывая, как жизнь может адаптироваться даже в самых экстремальных условиях. Марианская впадина. Глубины океана. Несмотря на все опасности, которые таят в себе суша и ее обитатели, настоящие загадки скрыты глубоко под водами океанов. Марианская впадина — это не просто самый глубокий желоб на Земле, достигающий 11 километров ниже уровня моря. Это величественный океанский край, который хранят множество тайн и тайн. Эта впадина имеет форму полумесяца и скрывает более чем одну из самых загадочных экосистем, включая гидротермальные источники, которые являются уникальными биомами, представляющими собой эволюционный рай для множества флоры и фауны. В этих глубинах жизнь не подчиняется привычным законам. Здесь обитают существа с необычными адаптациями, которые дают возможность им выживать в условиях, где давление таково, что обычные виды не смогли бы существовать. Это место символизирует бесконечное удивление и сложность жизни, которую мы еще не полностью поняли. Гора Намули. Тропические леса и непростые исследования. Перемещаясь к африканскому континенту, наша следующая станция — это подножие горы Намули, которая считается второй по высоте горой в Мозамбике. Высота ее достигает 2420 метров, и, поднимаясь на нее, мы попадаем в мир густых тропических лесов, которые привлекают ученых со всего мира. Эти леса являются не только красивыми, но и полны жизни, с десятками тысяч видов растений и животных, которые сливаются в единую экосистему, гордо противостоящую вызовам времени. Первые экспедиции сюда начались в 1886 году, когда ученые стали осознавать уникальность этих местообитаний. Но из-за гражданской войны исследования были приостановлены на десятилетия до 1998 года. Теперь, когда возможности для изучения открылись вновь, исследователи стремятся разгадать тайны этого уникального места, которое является настоящей ценностью для науки и природы. Впадина Данакиль. Экстремальные условия и исторические находки. Двигаясь далее, как финал этого замечательного путешествия, мы попадаем в пустыню Данакиль в Эфиопии, где условия действительно экстремальны, и обстановка кажется даже враждебной для человеческой жизни. Здесь, в условиях жары и пустоты, находится впадина Данакиль, привлекающая внимание ученых своим уникальным геологическим строением и историческими находками. Несмотря на то, что здесь царит неподконтрольная человеческому разуму температура, это именно здесь были обнаружены останки австралопитека афарского, возрастом более 3 миллионов лет. Это открытие добавляет к истории не только прошлое, но и объяснение тому, как эволюция происходила на нашей планете. Природа здесь продолжает вдохновлять исследователей и туристов, которые, несмотря на все трудности и опасности, стремятся разгадать тайны, которые скрывает этот удивительный край. Пещера Шонда. Донг. Подземный мир. В завершение нашего замечательного путешествия окажемся в одном из величайших природных созданий — пещере Шондонг, расположенной в национальном парке Фонгня-Кебанг во Вьетнаме. Эта удивительная пещера была обнаружена в 1991 году, но лишь в 2009 году была подвергнута серьезным исследованиям, когда ее величие стало очевидным для научного сообщества. Внутри пещеры обитают уникальные представители флоры и фауны,
которые нашли здесь безопасное укрытие от внешнего мира и нашей цивилизации. Это место на самом деле представляет собой живое произведение искусства, созданное самой природой, и оно полнится чудесами, которые никто не мог бы даже представить. Для экотоваров это источник вдохновения и стремления понять, как природа может создавать такие множество форм, которые существуют в гармонии друг с другом. Этот путь по неизведанным уголкам Земли напоминает о том, как много еще нам предстоит открыть и разгадать. Эти места хранят в себе не только незримо притягательную красоту и ауру мистики, но и исторические тайны, вызовы и встречи с дикой природой, которые одновременно пугают и восхищают. Благодаря таким открытиям мы понимаем, что наша планета полна чудес, готовых поделиться своим величием и загадками с теми, кто готов их искать, и кто искренне хочет стать свидетелем и участником их истории. Оставаясь на обочине этих необычных маршрутов, мы учимся уважать и ценить те несметные сокровища и тайны, которые окружают нас каждый день, даже когда мы спешим в погоне за другими человеческими заботами. Как жаль, что многие из этих мест остаются недоступными для большинства людей, чье любопытство искренне жаждет приключений, но каждое новое открытие подчеркивает богатство и разнообразие нашей планеты, побуждая нас к размышлениям о необходимости бережного отношения к каждому уголку этой удивительной Земли. Как бы ни была черной темнота необъятных неизведанных просторов, там всегда можно найти уголки света, искры магии, музыки, духа и нежности, которые делают нашу жизнь полной и содержательной. Оставайтесь с нами, чтобы увидеть больше удивительных мест в следующих выпусках. И не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые захватывающие истории о нашем удивительном мире. Благодарим вас за внимание. Надеемся, что рассказ вдохновил вас на личные открытия, и обещаем новые встречи, наполненные духом приключений и исследования.